Здравствуйте, друзья! У нас сейчас середина февраля, а в воздухе уже ощущается слабо уловимый аромат весны. На моих полках с растениями и укорененными черенками уже зацветают некоторые цветы, хотя конкретно эти кустики я неоднократно черенковала, то есть срезала с них верхушки побегов для размножения и пополнения своей цветочной коллекции. Сейчас я показываю стартовую петунию из серии Go под названием Cosmic Pink. Это полуампельная петуния, настоящая космическая красотка, с эффектными, темными, словно из дорогого бархата лепестками, с выразительной розовой каймой. Сорта Гоу выведены нидерландскими селекционерами и прошли всевозможные испытания на разные негативные факторы. Их тестировали при плохом освещении и низких температурах, благодаря чему оригинаторам удалось создать выносливые, неблагоприятным внешним условиям петунии. Эти растения среди огромного разнообразия сортов оказались не только невероятно красивыми, но и стойкими. Вообще вся сортовая серия Go Туний обладает рядом преимуществ. Это повышенная устойчивость к неблагоприятной среде, раннее цветение, насыщенные красочные расцветки и, что для многих важно, компактность. Эксклюзивные петунии этой серии имеют небольшие размеры, высотой до 25-30 см, и при этом они очень обильно цветут. Такие растения больше разрастаются вширь. Максимальный диаметр куста составляет в пределах 50 см. Небольшая высота и объем кроны позволяют выращивать данные сорта на переднем плане клумб, в балконных ящиках и вазонах. Очень красиво выглядят эти петунии в подвесных кашпо и в композициях с другими цветами. В этой сортовой серии много разных окрасок. Есть еще пестрые петунии с выраженными цветными полосками под названием Tiger Stripe, яркая Лайки Лилак, French Kiss и другие. Эти растения – идеальный вариант для кашпо. Всех их можно кратко охарактеризовать как компактные и ранне цветущие. Из многочисленных сортовых петуний они, наверное, зацветают самыми первыми. На сегодняшний день у меня расцвела еще одна красотка Гоутуния Cosmic Purple. Хотя большого отличия в окраске цветов по сравнению с сортом Cosmic Pink я пока не наблюдаю. Возможно, они проявятся со временем на хорошем естественном освещении. Сейчас все мои черенки и молодые кустики находятся под искусственным цветом, то есть под лампами. Иначе зимнее размножение цветов невозможно. Без хорошего освещения никогда не получится вырастить качественную зимнюю рассаду и крепкие черенки. Что касается конкретно этих петуний, покупала их укорененными еврочеренками еще в конце декабря. С того времени неоднократно их обрезала и повторно черенковала. И несмотря на столь короткую повторную обрезку, они все равно расцвели. Наверное, чувствуют приход весны. А вот еще одна красавица – ампельная петуния из серии Тумбелина Анна. Эта махровая каскадная петуния идеально подходит для открытого грунта и особенно подвесных кашпо. Ее длинные плети красиво свисают и непрерывно раскрывают свои цветы по всей длине. Эти сортовые петунии отличаются устойчивостью к дождю и ветру. Они также очень приятно пахнут. Тумбелины считаются одними из лучших компактных каскадных петуний с махровыми цветами. Конечно, о красоте именно этого сорта пока судить рано, но даже на таком маленьком кустике уже заметен его потенциал, судя по закладке бутонов. Высота взрослого куста составляет 30 см. Побеги этих петуний короче, чем у большинства ампельных сортов, но они также будут эффектно смотреться, свисая с краев вазона. Для тех, у кого недостаточно места, но есть желание вместить много разных растений, эти сортовые серии отлично подойдут. Сразу хочу сказать, что эти петунии можно вырастить и из семян, но вся проблема в их приобретении. Семенной материал эксклюзивных сортов продают в большом количестве, то есть оптом и по высокой цене. Обычному цветоводу, который не имеет теплиц и не собирается заниматься продажами, нет смысла покупать столько семян. Проще всего найти уже готовую рассаду или укорененные черенки, а вот уже подрощенные кустики вы сможете дополнительно начеренковать.
Ведь вам все равно придется формировать свои петунии, прищипывая их удлиненные побеги. И, кстати, делать это лучше всего на ранней стадии развития, не дожидаясь, когда растения вытянутся. Эти верхушечные побеги очень хорошо укореняются. Для подстраховки используйте укоренители. Я пользуюсь препаратом Грандис. Стоит он недорого и еще ни разу меня не подводил. Вот для наглядности я хочу показать часть черенка лофоса, которую я обработала этим порошком. В местах присыпки на голом побеге началось массовое корнеобразование, и это даже без соприкосновения его с почвой. При укоренении черенков важно соблюдать температурный режим не ниже 20 и не выше 25 градусов и поддерживать оптимальную влажность. Черенки желательно хоть изредка, но проветривать, приоткрывая крышку или пленку. Из своего негативного опыта могу сказать, что при использовании некачественного грунта и чрезмерной влажности черенки могут загнить. Причем эта гниль в процессе распространяется по всем черенкам, и спасти их потом очень сложно. Потребуется своевременная обработка фунгицидами. Поэтому для выращивания и размножения цветов, особенно дорогих, редких и капризных сортов, используйте только качественный субстрат на основе верхового торфа. Приближение весны почувствовали и другие, не менее интересные цветы. Свои ярко-красные колоски, которые похожи на пушистые лисьи хвостики, распустила акалифа. Хотя этот кустик я уже тоже черенковала. Акалифа способна непрерывно цвести долгие месяцы, независимо от сезона. Ее выращивают как комнатным растением и в кашпо на улице. Эта декоративная культура отличается от прочих своим необычным ярким видом. Когда кустик покрывается множеством удлиненных красных соцветий, выглядит это очень эффектно. Мягкие на ощупь пушистые соцветия акалифы достигают приличной длины и довольно долго держатся на ветках. Раскрываются снизу вверх. Если вы неравнодушны к необычным и редким растениям, которые вы не встретите у каждого цветовода, советую приобрести акалифу. Она вас точно удивит и порадует. В уходе не особо капризная, но она не любит перелив почвы. Требует хорошее рассеянное освещение, слегка подкисленный, рыхлый грунт и внесение удобрений. Отлично смотрится как ампельное растение. Также свои бутончики начинают постепенно раскрывать и другие цветочные культуры, например, аргирантемум. Его цветочки пока еще очень мелкие, так как сами кустики маленькие, находятся в 100 миллилитровых стаканчиках. Но, что удивительно, даже такие небольшие, укорененные черенки тоже спешат зацвести. Это как раз и является существенным отличием вегетативных растений от выращенных из семян. Вегетативные цветы зацветают гораздо раньше. Если перед вами стоит цель получить раннее цветение, например, уже к 8 марта или ко дню Святого Валентина, займитесь черенкованием в январе. С очень многих своих растений мне приходилось неоднократно срезать бутоны. Если бы я их не удаляла и не снимала с них черенки для размножения, эти кустики уже тоже б давно зацвели. Резюмируя свой рассказ, хочу поделиться своим мнением. Я сделала для себя вывод, что мне гораздо выгоднее и проще выращивать цветы из приобретенных качественных черенков. Обычно я их заказываю у проверенных цветочников-тепличников, которые занимаются продажей растений. Из магазинных семян далеко не все прорастают. Результат часто не радует. Для меня семенное размножение тех же петуний оказалось намного сложнее и дольше черенкования. А как вы размножаете свои цветы? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.